Hey, me gusta esta. Pretty baby, pretty baby. Привет, дорогие ребята! Рад приветствовать на нашем канале, но рад приветствовать с нашей кухни. Ребятки, что мы сегодня будем готовить? Многие из вас видели, как я, когда к нам приезжали гости, приготовил хлеб. И многие писали: Гарик, приготовь, пожалуйста, хлеб. Вот и сегодня дошли у меня руки, когда приготовить хлеб. Но, знаете, хлеб мы с Кэрри не едим, поэтому мы готовим его тогда, когда у нас гости, или когда это как гостиница. Завтра Кэрри едет по делам, и мы решили сделать красивую корзиночку, сделать домашнюю колбасу, презентовать, сделать хлеб. Поэтому как раз есть повод и поделиться с вами рецептом. Но, ребята, хлеб делаем мы на презент, поэтому будет у меня на кефире, но дрожжевой. У меня есть еще, конечно, и рецепт без дрожжевого на кефире. Но вы знаете, все-таки тот, который без дрожжевой, он больше похож, мне кажется, как или на кекс, или какой-то другой совершенно вкус. Мы обязательно его тоже с вами приготовим. Ну а сегодня мы будем готовить хлеб на кефире дрожжевой. Что нам потребуется для приготовления нашего хлеба? Ну, в первую очередь, естественно, нам требуется пшеничная мука. У меня здесь высший сорт, пшеничная мука. Нам потребуется, где-то примерно от 300 до 350 грамм, в зависимости, как возьмет наше тесто. Нам потребуется 250 грамм кефира. Скажу сразу честно, у меня не кефир, а активия. Температура кефира должна быть где-то примерно 30-40 градусов, такая, знаете, комнатная температура. Нам потребуется пачечка сухих дрожжей 15 грамм. Нам потребуется обязательно оливковое масло. Нам потребуется соль, сахар. Чуть-чуть сыра пармезана у меня осталось, добавлю. Если есть больше, добавьте больше. Нам потребуются вяленые томаты. В принципе, все ингредиенты, которые нам потребуются для нашего хлеба, я назвал. Также нам потребуются, естественно, емкости, где мы будем замешивать. Потребуется коврик. Я думаю, все остальное вы знаете. Обязательно сито, потому что муку мы обязательно, если хотим пышный хлеб, пышное тесто, всю муку всегда надо просеивать, насыщать ее кислородом. Ну что, ребятки, переходим, как говорится, к приготовлению непосредственно нашего хлеба. Я думаю, хлеб у нас получится хороший. Что мы первым делом делаем? Берем емкость, где мы будем замешивать тесто. У меня такая вот, мне нравится вот в железной такой замешивать. Выливаем. Здесь у меня 230 грамм где-то кефира. Все, кефир мы вылили. Так, эта вилочка нам еще потребуется, ребята. Что мы дальше делаем? Добавляем сюда столовую ложку. Ребят, говорю столовую, а сам беру чайную. Извиняюсь, 2 секунды. Так, берем столовую ложечку сахара. Вот так. Без горки. Столовую ложку сахара. Здесь что мы делаем? Хорошо. Вот так перемешиваем. И сюда же отправляем наши сухие дрожжи. И опять перемешиваем, чтобы дрожжи не было комочков. Хорошо перемешиваем. Не жалеем время. И не жалеем ничего. Главное, чтобы комочков не было. Так, ребята, что? В принципе, смотрите, нормально. Вот так перемешали. И даем 10-15 минут настояться нашим дрожжам. Как говорится, набубнявится такая, знаете, мини-опара своего рода. Мы делаем как мини-опару. Вот. Смотрите, у нас сразу, в принципе, вы видите вот эти все бульки. Это уж означает что? Что дрожжи наши работают, что сработали дрожжи с кислой средой, с кефиром и с сахаром. Все, на 10-15, да лучше 10 минут достаточно, ребята. Появляется у нас шапка, мы понимаем, что дрожжи наши работают, и переходим дальше к замешиванию нашего теста. Эти 10 минут, которые будут у нас сейчас настаиваться дрожжи, я не пропущу, как всегда, за секунду, а хочу с вами чуть-чуть поговорить. Ребята, давайте будем говорить так. Естественно, я хочу ответить на комментарии под предыдущим видео.
Многие из вас говорят: Гарик, не отвечай на комментарии. Если честно, меня это настолько удивляет. А почему? Насколько я знаю, все блогеры отвечают всегда на комментарии, на те комментарии, которые они хотят ответить. Я не исключение из правил, и тоже, если я посчитаю нужным, то обязательно даю какой-то ответ на какой-то комментарий. И, если честно, меня очень удивляет, когда мне пишут: если ты будешь отвечать на комментарии, мы отпишемся, мы уйдем, нам это не интересно. Ребят, вот у меня к вам сразу такой же ответный вопрос. Вы когда смотрите телевидение и видите там какую-то телепередачу или какой-то сериал, который вам не нравится, вы тоже звоните на телевидение и говорите, чтоб завтра этого сериала не было, чтоб завтра этой передачи не было. Я думаю, нет. Хотя, вы знаете, глядя на некоторых из вас, я думаю, что вы и туда звоните, наверное, с такими указаниями. Ну, давайте указания мы не будем никому давать. Давайте мы с вами все-таки, как кто-то там мне написал, будем больше, наверное, друзьями. И все-таки на некоторые комментарии, которые автор канала хочет ответить, я все-таки буду отвечать. И это даже не ответ, вот даже если затронуть прошлый мой ответ на комментарий. Я там не скандалил, не ругался, где кто там нашел негатив. Я человеку ответил. То бишь и ответил всем остальным зрителям с таким же мышлением, с такой же точкой зрения. Я просто дал ответ, по какой причине исчезают комментарии или человек попадает в блог. Я не негативил, ни капли там не было с моей стороны, ни злости, ни ненависти, ни негатива. Поэтому это просто даже, наверное, как ответ, обсуждение. Где-то вы мне что-то в ответ потом даете советы, подсказываете. Итак, перейдем. Ребята, огромнейшее вам спасибо. Ну, тут я скажу в кавычках. Спасибо за подсказки по поводу кресла. Дело в том, что благодаря вам вот этот весь теперь процесс кресла, я думал, мы его просто с лихвой купим и притащим за шиворот это кресло. А теперь этот весь процесс оттягивается, потому что где-то ваши подсказки, где-то что-то вы написали, где-то мы сами уже подумали с Кэрри. Теперь мы рассматриваем даже вариант теперь действительно какого-то небольшого диванчика, какой-то софы или чего-то такого. И для этого мы опять нашли фирму, которая к нам приедет, замеряет, посмотрит. И может мы все-таки на заказ будем заказывать этот диванчик или софу. Это благодаря вам. Спасибо. Гарик хотел быстрее притащить эти два кресла. Но я не отступлюсь, как кто-то написал. Он тиран. Как он сказал, так и будет. Да, в этом случае я не отступлюсь. Я тиран страшный, все равно одно кресло купим, вы потом увидите куда. Сейчас не буду раскрывать все карты сразу. И также плавно сразу перешел к следующему вопросу, там где меня называют тиран. И дай Кэрри возможность. Поверьте, была бы у каждой из вас такая возможность, как у моей Кэрри. Кэрри моя, все равно, как правило, я ей уступаю, и она добивается того, чего она хочет. Она сейчас за кадром, Кэрри, ответь. Это правда. Я ее даже всегда называю лисичка ты моя, понимаешь? Не только дотей, а иногда лисичкой. Говорю, хитрая ты у меня. Как правило, вы знаете, я всегда говорю, жизнь настолько коротка. Неужели вы думаете, если моя Кэрри захочет кресло или диван, я сойду с ума от этого? Или я сойду с ума. Как правило, если честно, она не сходит с ума, потому что она добивается своего. Вот что цвет всех диванов дома, что все равно... Я говорю, нет, этот не хочу, но в конце думаю, ладно, пускай. А Господи. Потом я в конце говорю, ну что, ну тебе же тоже нравится, тебе же тоже нравится. Тем самым я говорю, Доть, теперь не начинай, поздно. Я говорил, что мне нравится. Поэтому за Кэрри не волнуйтесь. На самом деле мне очень приятно, что вы за нее волнуетесь, что вы так за нее прям горой. На самом деле, от всей души, спасибо вам большое, что вы за нее волнуетесь. Но выберем совместными усилиями. Видите, я так хотел это уже быстро завершить все, но согласился и с вами, и с Кэрри. И теперь будем опять оттягивать все в длинный ящик, пока тот приедет, до пока Пасхи, тот посмотрит. Ну, я надеюсь, что нет, ты меня пугаешь. Посмотрим. Так, на этот вопрос тоже мы дали ответ такой вот, который массовый. Знаете, массово многие люди писали, поэтому... В принципе, даю ответ. Еще вопрос по поводу, пускай идет работать. Ребята, дай бог вам всем столько заработать и начать работу так, как я. Я работаю с 16 лет, чем с большой гордостью горжусь тем, что я 16 лет работаю и зарабатываю свои деньги, и зарабатываю
не очень, ну, вернее, неплохие деньги, не огромные, но неплохие деньги. И зарабатывал даже в 16 лет очень хорошие деньги и мог многим фору дать взрослым людям. И, кстати, зарабатывая свои деньги, я еще эти деньги умею спокойно, с душой отдавать и помогать людям. Это что касаемо всех тех, кто пытается меня очень яро отправить на работу. Я работаю, не переживайте за меня. А вот это сейчас заработок, но больше все равно хобби. Поэтому, ребят, не волнуйтесь, в этом плане тоже все хорошо. И плавно переходим к такому, знаете, комментарию, который пришел ко мне. Знаете, обычно приходит в личку, это либо на почту, либо в этот, не Вайбер, как он, господи, Инстаграм. А тут пришел в ТикТоке такой вот прям большое письмо от женщины. В этот раз не буду называть даже имя, потому что, может, кто-то мне писал, зачем ты называешь имена. Может, действительно и не стоит называть имена. И вы знаете, я почему хочу обсудить этот комментарий? Я хочу просто услышать ваше мнение. Это такой, знаете, вот я прочитал этот комментарий, я его в этот раз и не удалял, и ничего, просто я задумался. Этот комментарий у меня вызвал у самого мысли, что я сел, закурил и стал думать. Пишет мне женщина, я так понимаю, достойного, почтенного возраста, и она ко мне обращается с таким вопросом. Я так понимаю, она бывшая зрительница вот той летающей особы, она бывшая зрительница. Почему я понял, что она бывшая, в дальнейшем ее комментарий. А пишет она мне такого рода, ну это даже не комментарий, как сообщение в ТикТоке. Да, потому что это в личку, это сообщение. Пишет она мне, что Гарик, я хочу к вам обратиться с таким вопросом. Как вы считаете, кто виновен, ну, давайте своими словами, мне так легче будет. Кто виновен? Сплетник, человек, который разносит сплетни, который, знаете, наводит на тебя напрасну, который тебя обсуждает, не имея под этим никаких оснований. Или человек, который в это верит, который верит в эту сплетню, который подхватывает эту сплетню и иногда разносит дальше, а иногда принимает для себя решение, на основании чужих сплетен, делает вывод, делает мнение про того человека, про которого пустили сплетню. Вот кто здесь больше виновен? Сплетник, лжец, который напускает вот эту напрасну на человека, набрасывает тень на плетень, или тот, который в это верит? Тот, кто не дает, не выслушает две стороны, тот, кто не дает права человеку высказать свою точку зрения, защититься. Знаете, в нашей жизни даже, как говорится, нельзя человека обвинить, пока не пройдет суд. Есть презумпция невиновности. Так кто же из этих людей виноват? Сплетник, который пускает эти гадости, эти сплетни? Или вот этот глупец, который слепо верит в сплетни и отбрасывает этого человека, считает его недостойным своего взгляда, своего общения. Вы знаете, у нас есть, я не хочу называть ники этих зрителей, которые были у нас давно очень. И вот одна из зрительниц пишет комментарий: вот теперь я вас точно разочаровалась, я от вас ухожу. Ну там не так культурно, там с матами, ты дно, ты то, ты сё. Я думаю, сначала даже не понял, почему. А потом я понял, в этот момент сопоставил, просто где-то человек услышал про нас сплетни, приняла эти сплетни с великим удовольствием и приняла свое решение. Она по чужим словам, по чужому мнению сделала про нас вывод. Она решила, какие мы, по чужим словам. Так вот, ребята, у меня в чем вопрос и дилемма. Кто из этих людей больше виновник? Кто больше убийца? Тот, который ударил ножом, или тот, который смотрел, как били ножом? А? Вот как вы думаете? Я скажу свое мнение и хочу обязательно услышать ваше мнение. Мне кажется, что виноваты оба. Но человек, глупец, который слепо поверил в чужие сплетни, в чужие наговоры, наверное,
больше холоднокровный и больше заслуживает лично от меня нарицания, потому что он такой же убийца, как и тот, который бил ножом, а он стоял и смотрел, как человек истекает. Ну, это я так, образно, вы поняли, о чем я. Ну, мне кажется, что вот тот, кто слепо верит и не дает права, и не дает без оправдания, слепо верит, тем более, если ты еще когда-то нормально относился к людям, вот к нам, зритель какой-то нормально относился, и потом на чужих сплетнях он стал считать про нас по-другому. Здесь у меня не претензия, а чисто искренний вопрос, потому что я сам об этом думал, и вот я принял такое решение, что, наверное, все-таки вот этот не молчаливый, а глупец, который поверил слепо, наверное, ну если не на одной, то даже чуть, наверное, даже страшнее. Чуть, наверное, страшнее. А от вас, ребятки, конечно, я жду по поводу этого ваших размышлений, ваших комментариев. И не подумайте, что здесь какая-то злоба или какие-то разборки. Это чисто вот я хочу с вами поговорить, как вы говорите, с друзьями. И подумать, услышать ваше мнение. Тем временем, пока Гарик говорил, значит, прошло, наверное, минут 10, да, Кэрри? Смотрите, какая великолепная появилась дрожжевая шапочка у нас здесь, где у нас кефир, сахар, я напоминаю, и дрожжи. Что мы дальше делаем с вами, ребята? Дальше мы сюда будем отправлять соль. Соли нам надо 1 чайная ложка, поэтому я возьму вот такой, хотя с этой сольнички неудобно брать. 1 чайная ложка соли. Даже чуть-чуть я люблю соленье. Так, добавили чайную ложку соли. Теперь, ребятки, что мы дальше делаем с вами? Теперь мы добавляем с вами муку. Обязательно ее просеиваем. Мы должны, давайте сделаем по-другому, мы должны, я вообще все люблю на глаз, но коль это видео, я постараюсь делать все правильно, потому что многие меня за это ругают, что делаю неправильно, что не через мерку. Знаете, когда, наверное, в видео, может, вы и правы. Просто я, когда готовлю, я думаю, каждый из вас, никто не готовит по этим меркам. Ну, я не знаю, я никогда не готовлю. Мне удобно на глаз, я понимаю, сколько мне надо. Вот сейчас попробуем даже по граммам, но я уверен, что будет или добавляться мука, или еще как-то, потому что, как правило, никогда не совпадает. Так, 200 грамм муки у меня здесь. Нам надо где-то 220-250, вот так примерно. Сейчас, ребята, извиняюсь. Я сейчас уберу вилочку, чтобы было удобно. И все, и просеиваем муку нашу. Так, смотрите, ребята, мы добавили сюда 200 грамм. Ну, давайте еще 1 ложка. Это будет у нас, я думаю, 220 точно. Все, мы добавили 220 грамм муки. Теперь большую вилочку и перемешиваем. Так, это все мы отставим, чтобы нам что-то лишнее не мешало. Вы видите, мы передвинули на этот стол. Кстати, тоже жду комментарий. Как вам так удобно? Мне просто чуть-чуть неудобно, что низко стол. Здесь мне работать лучше. Но, и видите, вот этой части мне хватает, в принципе. Но все равно спасибо вам всем за подсказки. Я их искренне ценю. Так, ребята, чуть не забыл. Вот у нас уже получается. Теперь мы добавляем, где-то нам надо столовая ложка растительного масла. Можно оливкового, можно просто растительного любого. Это на ваш вкус. Так, ну тут я брызгаю на глаз. И еще, ребята, я добавлю чуть-чуть розмаринового масла от Мариночки. Не устаю благодарить. Спасибо огромное. Так, вот еще маслечко розмаринового. Оно даст нам аромат. Класс. Вот так, мы добавили еще растительного масла. Все, и перемешиваем. Нам надо это, чтобы получилось у нас такой колобочек, чтобы оно уже бралось в колобочек. Вот оно берется, смотрите. Видите, замечательно. Тесто замечательно берется в колобок. Все. Вот это у нас уже та стадия,
когда мы будем вымешивать. Что мы делаем дальше с вами? Все совершенно верно. Мы с вами стелим коврик. Подпыляем его мукой. Подпылили мукой. Руки чистые. Все. Великолепно. Если честно, ребят, обожаю работать с тестом. Изготовки мяса и теста, это, наверное, у меня на первом. Но на первом все равно тесто. Все. Великолепно. Теперь я еще делаю так. Можно это сделать водичкой, можно это сделать вот так маслечком. Потом мы с вами дозатор помоем. Все сделаем. Все. И начинаем потихоньку вымешивать. Тесто должно быть воздушное, не забитое. Ни в коем случае не забитое. Все. Начинаем потихоньку вымешивать наше тесто, чтобы оно у нас отставало от рук. Так, сейчас еще чуть-чуть подпылю. Вот я же сказал, неизвестно сколько возьмет. Вот знаете, на подпылке еще возьмет. Поэтому вот сейчас уже будет шикарно. Все, вот эта мука уже даже у нас будет лишняя. Оно всю эту муку у нас не возьмет. Шикарно, шикарно. Кэрри мой самый лучший продюсер. Извини, думаю, на него Оператор, 10. продюсер. Самое главное, что она для меня и друг, и жена. Все остальное. Все в одном флаконе. Да. Шикарно, смотрите, ребятки. Шикарное получилось поближе, чтобы тесто. увидели Оно не забитое. Видите, шикарно. Покажи, так не быстро. Вот. Оно не забитое, оно у нас мягенькое, хорошее. Теперь, солнышко, давай обратно мне ту мисочку. Так, все. Теперь что мы, ребятки, делаем? Ой, извиняюсь, мы чуть-чуть вот так сбрызнули нашу емкость. Все. И отправляем наше тесто выстаиваться 30 минут. Накрываем в теплое место, вы знаете, чтобы не было ни в коем случае сквозняка, не было шума. И 30 минут пускай выстаивается наше тесто. И в этот раз 30 минут у вас пролетят за секунду. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, kid, away. 난 내려 해, 쉽잖아도 진실한 나만 내 believes. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Итак, дорогие ребята, у нас прошло 40 минут, а у вас прошла секунда. Ребята, засекал время вот. Тут, смотри, не обращайте внимания. Время здесь у нас неправильное. Знаете почему? Потому что когда отключали свет, все время сбивалось, так и не настроил. Сейчас у нас на самом деле 11 часов 58 минут. Через 2 минуты наступит новый день. Поэтому время здесь неправильно, но прошло 40 минут. Тесто наше подошло. Я подготовил уже формочки, и сейчас мы будем вымешивать. Но перед тем, как будем замешивать, не замешивать, а формировать наши буханочки, нам надо добавить начинку. Что я делаю для начинки? Берем досточку и берем вот такие замечательные вяленые томаты. Вяленые томаты в масле. Вы можете взять любые, какие у вас есть, да и вообще не только вяленые томаты. В этот хлеб можно добавить все, что вы посчитаете нужным. Сыр, оливки, я не знаю, на что у вас хватит фантазия. Сушеные можно добавить груши с сыром, будет очень вкусно. Вот смотрите, буквально небольшое количество. И мелко-мелко я сейчас это все порублю. Буквально вот прям
Опять мой любимый нож, всеми вами полюбившийся. Вот так, знаете. Меня так удивляет, когда делают замечания по поводу ножа, там еще чего-то. Это называется, что нету другого повода к чему прицепиться, или просто вы такие? А? Почему у меня вопрос? Естественно, каждый же человек пользуется тем, чем ему удобно. Если бы было мне неудобно, неужели я не могу себе купить нож тот, который мне удобен? Все, порезал чуть-чуть, буквально. Вы видите, чуть-чуть, смотрите. Можете больше. Это опять-таки дело вкуса. Берем наше замечательное тесто. Вы видите, у меня руки остались в масле после томатов. И я руку не мою, потому что как раз вот этим... Вот оно взошло у нас. Смотрите, какое замечательное у нас тесто. Вот, замечательное тесто. Опять, вот теми остатками, это то, что у меня были с предыдущего. Опять подпылю. Вот так. Вот так. Замечательно. Оно у нас живое. Оно у нас просто обалденное. Вот так его раскрываю. Добавляю сыр. Это пармезан. Просто у меня его мало, можно было бы и больше. Добавляю наши томаты. Вот так, замечательно. Замечательно, можете даже сделать вот так, как делаю я. Даже вот это маслечко, оно же насыщенное, понимаете, с томатами, с этим всем. Это масло замечательно. И опять подпыливаем руки, вот так мукой. И начинаем вымешивать наше тесто с начинкой. Вот так. Равномерно, чтобы у нас прошлась начинка по всему. Она пройдется по всему, не переживайте. Так оно с вида кажется, что нет. Но оно пройдется по всему тесту сейчас. Если мы хорошо это вымесим, естественно, начинка распределится по всему тесту. Просто замечательно. И, ребята, чем хорошо, мы с вами второй раз, оно у нас... Уже не будем мы оставлять его, чтобы оно у нас подошло. Мы уже сформируем буханочки наши хлеба. И в формочках у нас оставим еще на минут 15. Оно подойдет. И все, и будет замечательно. Смотрите, ничего не прилипает. При том, что у нас мы добавили томаты с маслом растительным. При этом у нас тесто получается замечательное. Но все равно, ребятки, я чуть-чуть еще подпылю мукой. Так, буквально совсем чуть-чуть. Вот все, распределилась вся наша начинка. Я еще вот так беру, проверяю. Распределилась, видите? Вот она вся. Класс. Замечательно. Мне нравится тесто, какое получилось. Хотя я не люблю на камеру, знаете, с тестом как-то не знаю. Почему-то я тесто люблю без камеры готовить. Шикарное тесто, мне нравится. Еще чуть-чуть. Вот так. Все. Замечательное тесто. Делим на 2 ровные доли. Все. И будем формировать. Будут небольшие буханочки. Мне небольшие и надо. Так, ребята, делаю вот так всегда. Здесь вот собираю такой носик, будем говорить. Вот знаете, как мы собираем, как, скажите, на манты. Не на манты, на хинкали, да, вот так собираем такую вот. Собрали. Также здесь сейчас соберем. Так. И здесь также собрали. Вот. Потом что мы делаем? Потом берем вот так. Раз, раз. И у нас буханочка получится буквально такая вот кругленькая. Мы вот так проворачиваем ее. Вот так. Также и с этим делаем. Смотрите, какие замечательные будут у нас буханочки. Поверхность не будет гладкая, а нам и здесь и не надо, потому что это все-таки не забывайте на кефире. Кефир у нас имеет свойство брожения. Нам обязательно надо, ребята, сейчас я ножик приведу в порядок, 2 секунды.
Так, ребята, смотрите, маленькие буханочки. Что мы обязательно? Надрезы в этом хлебе нужны обязательно. Так как все-таки основа это у нас кефир. И вот эта кислота, вот эта ферментация, чтобы хорошо пропекся хлеб, обязательно должны мы сделать с вами надрезы. И такие надрезы прям глубокие у нас, не поверхностные, а хорошие глубокие должны быть надрезы. Вот так прям по хлебу идем. Конечно, лучше, если у вас есть лезвие, тогда это вообще замечательно. Ну и даже если у вас нет лезвия, вот так ножом мы делаем обязательно надрезы. Вот так. Все, по идее наш хлеб готов. Что мы дальше делаем? Пеку я обязательно в форме. Хлеб хорошо там расходится в этой форме, хорошо пропекается. А если вы любите хрустящую корочку, вам буквально надо будет, хлеб будет выпекаться минут 35-40, минут где-то за 15 до того, как мы его будем доставать, мы снимаем крышку, и тогда мы получаем с вами очень хрустящую, хорошую корочку. Берем пергамент, как всегда. Вот так померили, и вот так быстренько. Раз квадратик. И 2 квадратика. Есть, ребятки. Как всегда мочим. Ребят, хлебу от того, что мокрый пергамент, но мы его, конечно, выкручиваем. Вы видите, я так прижимаю, чтобы лишняя вода ушла. Вот так застилаем нашу форму. Просто влажный пергамент, он нам хорошо податливый, и мы можем с вами хорошо застелить нашу форму. Протираю руки и будем переносить наш хлебушек. Вот так. Вот так. Теперь, ребята, что мы делаем? Это не все. Теперь мы берем его вот так, сбрызгиваем оливковым и любым растительным маслом, какое у вас есть. Можете посыпать кунжутом, можете посыпать любыми семенами, которые вам нравятся. И опять-таки закрываем и даем, ставим в теплое место и даем минут 15 постоять нашему хлебу. Через 15 минут, я как раз здесь успею все убрать, мы вернемся в обычную, привычную нашу кухню. Через 15 минут я покажу, насколько поднимется наш хлебушек, и мы будем отправлять его в духовку. Ребятки, ну что, прошло, смотрите, 15 минут. Посмотрите, как поднялся хлебушек в формочках. Посмотрите, класс просто, просто класс. И все, мы отправляем в нашу духовку. Духовка 180 градусов. Отправляем, ну я уже сказал, будете смотреть по готовности, 35-40 минут. Отправляем. И не забываем, если мы хотим, чтобы у нас была хрустящая корочка, что мы делаем? Мы открываем правильно наши формочки. Все, ожидаем 35-40 минут. У вас, как всегда, секунда. Ребятки, ну прошло 40 минут. Давайте заглянем, что у нас здесь. Смотрите. Вот так. Ой, горячо. Аккуратно. Вот, смотрите. Вот наш хлебушек. Он уже готовый у нас. Если мы хотим корочку получить, мы еще держим его. Я чуть-чуть подержу. Один у меня будет накрытый, а один не накрытый. Вот так еще чуть-чуть подержу. Главное, чтобы у нас он был вкусный. Такие получились у меня из-за того, что я поделил тесто. В принципе, это была одна большая высокая буханка, но мне надо было 2. Поэтому они у меня невысокие, но хорошо подошли. И я думаю, в разрезе мы это с вами увидим. Ребятки, еще 5 минут побыл мой хлебушек, и я его уже буду доставать. Вот.
У меня первый хлебушек. В тот раз у меня получился, скажу честно, лучше. Ну, потому что у меня был больше замес. Я понимал, что у нас много гостей. И делал больше. В этот раз я сделал на одну порцию. Давайте заглянем, что у нас здесь. Ой, какой красивый, хороший хлебушек. Класс. Ой. Вот этот чуть-чуть открыл, который, естественно, корочка крепче, а здесь корочка мягче. Если вы хотите, любите мягкую корочку, вы и оставляете вот так. А вот здесь, конечно, он останется открытым, и корочка у нас здесь будет более хрустящая. Сейчас, ребятки, дадим ему где-то минут 20-30 остыть, после чего, естественно, я вам покажу одну буханочку, разрежу и покажу его в разрезе. Так что не прощаюсь, а до следующего кадра. Ребятки, ну что, пришло время разрезать наш хлеб. Только перед тем, как мы будем его разрезать, внесу маленькую поправочку в свой рецепт. Я чуть-чуть вас ввел в заблуждение, не по той причине, что хотел так, а потому что забыл, а потом думаю, ладно, уже забыл, сделаю по-другому. Не надо так. Вот смотрите, когда мы замесили тесто, вот тогда добавляйте ингредиенты. Вот когда мы замешиваем первый раз, чтобы тесто у нас хорошо поднялось. Потому что, когда я второй раз добавил наши ингредиенты и не дал хорошо взойти тесту, хлеб вкуснейший, хлеб хороший, воздушный, все, но нету такой прям вот круглой формы, как мне нравится. Поэтому либо добавляем сразу, когда вымешиваем, если вы добавляете такие плотные, как я добавил, вяленые томаты, сыр, либо, когда добавляете второй раз, тогда дайте тесту еще в формах выстояться, ну не 15 минут, а, наверное, полчаса. Это единственная маленькая поправочка. Ну а сейчас переходим к разрезу нашего хлеба и посмотрим. Он не до конца, правда, у меня еще остыл. Но, извините, у нас уже ночь, и я не терплю, мне хочется кусочек этого хлеба. А почему я знаю, что он точно вкусный? Потому что аромат у нас сейчас в квартире стоит просто бомбезный, да, Кари? Да, аромат, конечно. Просто и на ночь, конечно, есть. Аромат хлеба вроде просто как я вам нельзя. не могу передать. Ну такой стоит. Вот но мы попробуем. Хочется. Все, режем. Ну что, ребята, видите? Какой хороший хлеб. Смотрите. Смотрите его в разрезе, какой он. Класс. Но он еще до конца не остыл, поэтому, ну посмотрите, весь пористый. Прям обалденный. Сейчас я попробую при вас кусочек. Ну как на вкус? Он просто обалденный. Я, наверное, не удержусь, Я тоже извиняюсь. попробую. На камеру не люблю есть, ну ладно. Извиняюсь, действительно, он вкусный. Корочка хрустящая. Это я разрезал ту буханочку, которую без крышки делал. Извиняюсь, сейчас 2 секунды. Ребятки, ну прям действительно очень вкусно. Я проживал, а теперь вам говорю. Если вам понравился мой рецепт, обязательно повторите. У меня есть еще рецепт бездрожжевой. Единственная вот маленькая поправочка. Еще раз повторю, не считайте меня занудой. Если вы добавили, как я, второй раз какие-то ингредиенты типа таких, как вяленые помидоры, то, что тяжелое, то, что чуть-чуть тесто присаживает, то дайте еще минут 30 выстояться. Не 15, как я сделал, минут 30 выстояться. Либо лучше добавляйте в первый раз, потому что в прошлый раз, когда я был в трансляции, когда к нам приезжали ребята, я добавлял сразу. Замесил клубочек и уже сразу добавлял, когда выложил тесто уже с емкости на стол, вымешивал, уже сразу добавлял ингредиенты. В этот раз, если честно, я забыл. Потому что вот этими своими разговорами и забыл. Ну ничего страшного, хлеб нереально вкусный. Если понравился мой рецепт, жду ваш комментарий, жду лайк или дизлайк. Если будет репост, огромнейшее спасибо. Да и вообще жду от вас комментарий по поводу той темы, которую я поднял. И жду не то что ваш комментарий, а ваше мнение, как вы считаете. Как всегда, были рады с вами сегодня находиться. Ваши Гарик и Кэрри. Ребятки, до следующих новых видео. Всем мира, добра и счастья. И пока, дорогие. Ну, пока. Вкуснейший.